SQL — это наше все. Один из многих подходов к обработке данных. 1500 колонок — это как раз-таки 10-я ненормальная форма данных. Все должны знать операционные системы, и эти люди посидели гораздо быстрее меня. Всем привет, меня зовут Сергей Лешкевич, я лид дата-инженер, и вы на канале Minsk Java Community. Зачем на проектах нужен дата-инженер? Так же, как и любой программист, чтобы писать код, делать обработку, обрабатывать данные, делать заказчика счастливым. Чем база данных отличается от базы фильмов? Ничем. База данных и база фильмов — это одно и то же. Просто одна про данные, а вторая про фильмы. А чем ты принципиально отличаешься от обычных программистов? Обычные программисты больше фокусируются на все-таки коде. Я фокусируюсь на коде, но и на данных в том числе. Я больше работаю с данными, чем обычный программист. Какие качества нужны хорошему дата-инженеру? Стрессоустойчивость, усидчивость, внимание к деталям. И я бы сказал, еще любознательность. Дата-инженер должен знать операционные системы? Да, конечно. Все должны знать операционные системы, все должны знать сети, все должны знать такие базовые краеугольные технологии. Все. Какие тренды в современных базах данных? Я бы сказал, горизонтальное масштабирование. Я бы сказал, тренд в сторону NoSQL баз данных. И можно еще, наверное, упомянуть такую парадигму, как полиглотство. То есть использование в одном и том же решении нескольких баз данных, SQL-ных, не SQL-ных, каких-то вообще очень странных, каждая под свою задачу. Это полиглот. Как ускорить базу данных или хранилище данных? Сначала надо понять, что мы ускоряем. Дать какую-то оценку, вот быстро это как, насколько, что мы хотим ускорить. Потом все очень просто и типично. Мы выдвигаем гипотезу, почему он работает медленно или не так быстро, как нам хотелось бы. Ставим эксперимент по улучшению, тестируем, получилось, не получилось, принимаем или убираем этот эксперимент, то есть какой-то кусочек кода, продолжаем. И так, итеративно, постепенно, потихонечку, пока мы не достигли нашей цели. А зачем делать бэкапы? Бэкапы нужно делать для того, чтобы осталось больше волос, желательно не седых. Удалял ли случайно базу на продакшене? Нет, не приходилось. Не приходилось, но я про такое слышал. И эти люди посидели гораздо быстрее меня. Сколько максимум таблиц видел в базе данных? Таблиц... несколько сотен. И видел историю про 1500 колонок в таблице. Кто чаще всего становится дата-инженерами? Дата-инженерами становятся по разным причинам. И разные люди. Дата-инженерами могут становиться джависты, у которых есть какое-то стремление больше заниматься данными, чем поведением, скажем так. Дата-инженерами могут становиться BI-специалисты, которые хотят более глубоко заниматься обработкой данных. Дата-инженерами могут становиться Data Science специалисты. Дата-инженерами могут становиться DBA-щики, переходя с классических баз данных на более какие-то современные и нетрадиционные подходы, как Hadoop, Big Data и вот это вот все. Много путей есть. Расскажи про типичные ошибки начинающих. Типичные ошибки начинающих — это, наверное, пытаться применить новую технологию, которую человек изучил, не меняя сам ее дух. То есть, к примеру, продолжать выстраивать какие-то очень сложные доменные модели, так как это принято в той же Java, вместо того, чтобы использовать тот же самый функциональный стиль программирования, который там принят, например, в Scala и во многих практиках, связанными с данных. Вот это такая вот типичная ошибка, не то чтобы ошибка, а типичный такой вот признак, сопровождающий миграцию человека в дата-практику. Расскажи про самую дорогую ошибку с базой данных или хранилищем данных. Самая дорогая ошибка — это
всегда, наверное, хранить больше, чем нужно, и платить за это много денег. Например, попытаться все на свете запихать в какой-нибудь Cosmos DB в Microsoft Azure. Это будет очень дорого. Поясни, что такое Cosmos DB? Такое решение, NoSQL решение от Microsoft, оно достаточно такое зонтичное. То есть оно включает множество NoSQL решений внутри себя и позволяет, скажем так, достаточно быстро начать разработку приложения, вот прям используя вот самые-самые современные технологии в базах данных, NoSQL базах данных, без их прямого развертывания. В общем-то, очень быстрый старт, но оно очень дорогое. Твоя самая большая база? Но если мы говорим про классические базы данных, где-то порядка 3 терабайт, 5 терабайт я видел. А не классические? Это десятки терабайт могут быть. Если просто про Hadoop какие-то блобы. Нельзя назвать это базой данных, но объемы примерно такие. А что такое озеро данных? Data Lake — это еще один из многих подходов к обработке данных. Надо понимать, что он не хороший, не плохой, точно так же, как и Data Warehousing подход. Он хорош до своих пределов. Data Lake базируется на том, что мы хотим сохранять сырые данные, то есть данные так, как они поступили в систему, без нормализации, без, скажем так, серьезного какого-то вмешательства в них. Вот прям хотим сохранять столько, сколько мы можем себе позволить, и так долго, как мы можем себе позволить. Для чего? И в чем основное отличие от Warehouse, такое концептуальное? В том, что Warehouse всегда строится под какой-то конкретный use case. Warehouse всегда строится с какой-то конкретной целью, которая известна наперед. Для Data Lake мы эту цель можем и не знать наперед. Поэтому мы хотим сохранять все для того, чтобы у нас была возможность впоследствии с использованием в том числе Data Science технологий покопаться в этих данных и попытаться найти там ту ценность, тот value, который мы не видели в самом начале. Скажем так, Data Lake, он всегда строится для множества целей, для множества use cases, не для одного. Если для одного, тогда он вам не нужен, вы можете Data Warehouse обойтись. Что больше всего бесит в заказчиках? Да ничего не бесит. Заказчики — это заказчики, в общем-то. Как и все люди, как и все компании. Хорошие есть, плохие есть со своими особенностями. Все в порядке. В базах есть нормальные формы, а ненормальные есть? О, да. 1500 колонок — это как раз-таки 10-я ненормальная форма данных. Не умирает ли твоя профессия с появлением клаудов? Нет. С появлением клаудов, наоборот, она только развивается, и все больше и больше технологий появляется, все больше и больше подходов появляется. Интерес никуда не исчезает. Да, какие-то технологии постепенно отмирают, но постоянно появляется что-то новенькое. Нет, абсолютно не умирает. Где учиться на дата-инженера? Есть множество всяких хороших курсов. Хорошим стартом будет, опять-таки, знание традиционных баз данных, реляционных баз данных, я имею в виду. SQL — это наше все. Дальше постепенно развиваться, читать. Практически у всех, если мы упоминали облака уже, практически у всех основных облачных провайдеров, Cloud Service Providers, у них есть так или иначе курсы про обработку данных. Какой карьерный рост может быть у дата-инженера? В лид дата-инженера. А дальше? Может быть архитектор, если мы говорим про инженерный трек, такой более инженерный трек. Может быть архитектор, может быть платформ-архитектор, в зависимости от того, как это принято в компании. Рост такой же, как у всех. Data-инженер, опять-таки, это в принципе точно такой же программист, как и все остальные. На каком проекте нужен дата-инженер, а на каком не нужен? Data-инженеры нужны прежде всего на проектах, которые сфокусированы на аналитических решениях.
То есть то, что мы на русском называем системой поддержки принятия решений. Это разнообразные отчетики, приложения, может быть веб-приложения, но которые богаты данными, богаты визуализациями данных, графиками, какой-то аналитикой и так далее. Там дейта-инженеры однозначно нужны. На всех остальных проектах по вкусу, в зависимости от нужд и того, что это решение пытается решить. Можно ли обойтись в приложении без транзакций? Да, почему нет? Смотря что за приложение. Опять-таки, аналитическое решение, оно обычно по природе своей не транзакционно. Оно не собирает транзакции, оно не копит их. Оно обрабатывает уже существующие какие-то массивы данных. Базы данных в контейнере — это хорошо? Я бы не советовал, наверное. Я бы не советовал. В контейнере хорошо иметь компьютер. Но целиком базу данных в контейнер, наверное, я бы не рекомендовал. Компьютер ты имеешь в виду саму СУБД, а данные на диск? Что-то вроде того. Дай совет начинающим дейта-инженерам. Быть любознательными, прежде всего. Наверное, любознательность и стремление не останавливаться на текущих каких-то технологиях, пробовать новые подходы, это вот то, что достаточно важно нам. Помимо аккуратности, помимо внимательности к деталям и всего, что нужно вообще любому хорошему инженеру. Ребята, всем спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.